Мы добрались, ну точнее Джейкоб. Я прилетела из Техаса, Джейкоб приехал на машине, наша Baby Tesla. Счастливо, made it to Нью-Йорк, как говорится. Привет, Нью-Йорк. И вот мы разгружаем все наши вещи, которые так нежно упаковывали в Лос-Анджелесе. Боже, сколько их много. Вот такие дела. Я жду Джейкоба, пока он отвозит на Долли все наши вещи. Вот тут еще несколько вещичек разгрузить. И там сзади тоже остались кое-какие вещи, стулья. Так что я пока наслаждаюсь атмосферой Манхэттена. И мы закончили наш переезд торжественно. Это последняя моя Долли, которую я поднимаю, еще 2 стула внизу. И все, можно нас поздравить. Мы заехали официально. I had sat here. Мы идем в баню. 31 числа, народу никого. Мы с друзьями идем в баню. Ну, или телефона лучше. Вы, наверное, слышали про кладбище в середине Манхэттена, но если нет, то вот рассказываю. Оно называется Тринити. Такая церковь красивая. И это самое древнее историческое кладбище. Оно здесь находилось испокон веков. И вот до сих пор оно здесь, его никто не сносит. Вот такой маленький уголочек прямо посередине Уолл-стрит. Представляете? Обычно, кстати, здесь закрыто. У нас на Уолл-стрит есть своя персональная елка, она
мне кажется, такого же размера, как у Рокфеллер-центра, в который стоит огромная очередь. Но здесь это Bank Exchange, New York Stock Exchange Building, очень известная. Его все время фотографируют. Вот, и здесь никого. Они мне принесли мисо отдельно от супа, чтобы я сама добавила столько, сколько мне нужно. Мне кажется, это очень забавно. Мой завтрак на сегодня — это вот такие мои любимые лепешки. Хотела вам показать заодно. Называется Carb Balance. Не то чтобы я сильно прям избегаю углеводов, скорее наоборот, я их очень люблю. Просто мне очень нравится, что она со шпинатом, и бонусом идет то, что в ней всего-навсего 60 калорий. Написано keto-friendly, но это вы не верьте. Вообще все, что в Америке пишут keto-friendly, это абсолютно неправда. Здесь у меня идет моцарелла, сыр и колбаска. И вот то, что я делаю, это я просто укладываю их вместе вот в такой вот сэндвич. Сыр расправляется. И в маленькой своей мини-грильнице, которая путешествует со мной, кстати, из Нью-Йорка в Майами, в Лос-Анджелес и снова в Нью-Йорк, вот она все еще со мной. Ребят, хочу вам показать свою коллекцию кружек. Если кто не знает, я обожаю коллекционировать стаканы, бокалы, кружечки. И вот решила с вами поделиться. Значит, вот этот стаканчик номер 1. Он у меня есть в более большем объеме. Мне кажется, он такой миленький. Иногда я в нем пью кофе. Ну, не в этом, а в том, который побольше. Вот сейчас вам покажу. Вот так выглядит стакан побольше. У меня еще есть трубочки стеклянные. Вот я обычно ставлю сюда стеклянную трубочку и пью кофе вот из этого бокала, либо воду. Вот, обожаю. Я не знаю, в чем дело, но просто меня сводят с ума разные бокалы. Вот еще один бокал. В нем можно пить, наверное, сок, либо холодный чай, либо даже вино, если захочется. Называется грибочек. Мой друг увидел это у меня в сторис. Сказал, что тоже себе хочет заказать такой же. Эту кружечку вы меня уже видели в моем разборе квартиры в Лос-Анджелесе, но для тех, кто не видел, покажу. Вот такое симпатичное блюдце. И вот такая она необычная. Мне нравится, что у нее обрамление такое вот неровное. Ну, здесь можно ничего не говорить, тут и так все понятно, я думаю, да? Очень мило. Вот такие very stylish для эспрессо. Несколько вот таких кружек у меня из CB2, кажется. Не знаю, чем они мне приглянулись, но я в восторге. Бокал необычной такой формы. Вот такая милейшая кружечка вместе с блюдцем под чай, либо кофе. Это, я считаю, просто произведение искусства. Я не знаю, что мне здесь не нравится больше. Расцветка, либо вот такая продолговатая ручка. Но просто восторг. Еще одна круглая милость. Выпуклая ручка, выпуклый стакан. Ну и моя любимая коллекция. Это пиалка, блюдце и кружка. Это японский бренд. На самом деле дико дорогой. Вот эта комбинация стоит, по-моему, $300 или уже даже 350, потому что они подорожали. Девушка открыла магазин в Америке, и цены у нее, кажется, повысились. Спросите, в чем вообще особенность? Вот видите, Япония написано. Не знаю, но вся посуда вот этой коллекции, она почему-то дико дорогая. Я тоже поддалась этому тренду, купила себе вот 3. Перед нашим путешествием зашли взять завтрак Джейкобу. Это вот такая интересная бодега, где они делают круассанчики и сэндвичи. Мы в Беттери Парк, и это первый и последний раз, когда вы можете видеть, чтобы машина была припаркована на Манхэттене дольше, чем на 5 дней. Вот, она здесь стоит у нас с 30 числа, и нам дико повезло. Горяченький, смотрите, даже пар идет. Сэндвич из бодеги. Это бекон из индейки, яйцо и сыр. Now turn left onto West Thames Street. Мы едем захватить мне кофе. Если честно, я никогда не парковалась на Манхэттене и никогда не забирала ничего на Манхэттене.
Вот, потому что все мои друзья, у кого даже есть машины, Now turn right они onto South стараются End Avenue. избегать Манхэттен, потому что, ну, как бы люди просто боятся водить на Манхэттене, потому что люди постоянно вот так вот бегают туда-сюда, плюс не найти паркинг. Поэтому я, кстати, говорю о том, что нам дико повезло перед самым Новым годом найти парковку около дома и оставить там машину надолго. Потому как это были праздники, 31 декабря, 1 декабря, это были праздники, и, соответственно, можно было оставаться. А так, если бы это был обычный будний там, понедельник, то нужно было бы передвинуть машину. А куда передвинуть, непонятно, потому что вот везде здесь, в даунтауне, просто стояли вот по этой улице машины. Мы ходили 1 числа искать парковку, чтобы передвинуть, если что, все занято. То есть, либо нельзя парковаться, либо все парковки заняты. И вот эта кафешка. Я обожаю кофе отсюда. Ой. Вот, сейчас мы вон там вот встанем где-нибудь. Я схожу, заберу себе кофе. Мы тут стоим. Пока я жду свой кофе, я наблюдаю за Джейкобом. Я забрала свой капучино. Погнали. What do we say? A happy matcha is a happy life. Exactly. Upper West Side buildings. Мы проезжаем Центральный парк, смотрите. Upper West Side. Вон там камушки известные. Revel — это новое такси такого синего цвета, видите? Они все одинаковые, и это только Tesla. То есть это такси, который полностью на Теслах ездит, представляете? Мы паркуемся, чтобы зарядиться, потому что у нас 6% осталось. Парень бросил чарджер, прикиньте, на пол. Мы заряжаемся от той второй. Молодец. Я решила взять себе завтра. Вот это мой любимый краб. И вот эти bites из яиц тоже. И у меня есть моя gift-card с Нового года, с Рождества. Я буду ей платить. Так, это мой завтрак теперь. Итак, мы подзарядились и перекусили. И на половине пути до нашего дестинейшена. И первая точка у нас будет Сонная лощина. Я, кстати, туда не планировала ехать, но когда мы сейчас открыли карту и посмотрели, оказалось, что это вообще 15 минут от нас. Представляете? Я очень любила, кстати, этот фильм. Мы сейчас, кстати, обсуждали разницу между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом в плане машины. И это, конечно, колоссальная разница в плане денег, потому что гараж, который мы сегодня, кстати, сняли, он стоит, сколько бы вы могли подумать? $500 в месяц. 500. Это просто шок. Знаете, сколько стоил гараж наш в Лос-Анджелесе? Нисколько. Он был бесплатный, он находился прямо в нашем доме внизу, ну как бы в гараже, на минус там каком-то первом этаже. А здесь ни у одного здания практически нету гаража, в очень редких случаях, и это стоит $600 плюс в месяц. Вот. Это, конечно, невероятно. А все почему? Потому что Нью-Йорк, он как бы пешеходный город, он не создан для машин, поэтому вот такие условия. Now turn left onto Rise Avenue. Миленькие какие домишки здесь. Now turn right onto North Broadway. Destination will be on the right. Сонная лощина. Смотрите, там знак. Там знак. Ребят, хотели бы здесь жить? Как вам такие домики? Вы видите этот знак? Он здесь везде на дорогах. Представляете? Так круто. А это кладбище. Здесь написаны правила, которые надо соблюсти, но мы соблюли.
Не знаю, как вы, но мне кажется, это очень символично прийти на кладбище в сонной лощине. Оно одно из самых стареньких здесь. И, мне кажется, самых посещаемых, потому что куда еще идти, если не сюда? Даша, тебе привет с кладбища, если ты смотришь. Я знаю, ты любишь их. Headless Horseman. Безглавый всадник. That's so cool. Это автор. Указатель говорит о том, что к могиле автора нужно идти в ту сторону. А на обратной стороне этой таблички вот такой вот всадник. Блин, прикольно, да? На той первой табличке написано на красной, что осторожно, каждую ночь безголовый всадник бегает скачет среди могил. Вот. По легенде сонной лощины, естественно. И автор тоже здесь жил, в этом городе, и он же здесь и захоронен. Вот мы сейчас туда идем. Мы нашли его, смотрите. Вот он. Надпись Ирвин. И вот здесь вся его семья захоронена. А вот там, где флажочки, это его могила как раз. Хотите посмеяться? Видите нашу табличку «Калифорния»? Ну, таких вы больше в Нью-Йорке не увидите, потому что в каждом штате своя. Мне кажется, люди просто в шоке от того, когда они видят эту табличку и думают, неужели этот человек приехал своими колесами из Калифорнии?